А что, если я скажу вам, что момент, которого ждала каждая армия, наконец настал? После нескольких месяцев разлуки Тэхён внезапно появился в прямом эфире Чонгука, и то, что произошло дальше, оставило всех безмолвными. Реакция Чонгука была совершенно неконтролируемой. Слезы, смех и тишина, которая сказала больше, чем могли бы сказать любые слова. Это не просто воссоединение, это вершится история. Оставайтесь с нами, потому что то, что вы собираетесь увидеть, потрясет весь фандом. Когда экран включился, появился Чонгук, тихо сидящий с немного покрасневшими глазами, взгляд, который рассказывал историю, не требуя ни единого слова. Чат взорвался мгновенно. Армии заполнили комментарии сердечками, недоумевая, почему он выглядит таким эмоциональным этим вечером. Он пытался улыбнуться, но за этим нежным выражением лица чувствовалось нечто более глубокое. Затем внезапно из-за камеры раздался знакомый голос. Чонгук замер, его глаза расширились всего на секунду, и тут же послышался этот безошибочный смех. Мягкий, теплый смех, который мгновенно узнавал каждый фанат. Это был Тэхён. Чат обезумел. Тысячи сердец, шокированных эмодзи и Ви заполонили экран. Чонгук оглянулся, пытаясь сдержать слезы, но его голос слегка дрогнул, когда он сказал: «Ты правда здесь?» Тэхён вошел в кадр, улыбаясь той спокойной, утешающей улыбкой, которая была ему всегда присуща. Он положил руку на плечо Чонгука, и на несколько секунд они ничего не говорили. Было тихо, но казалось, что время остановилось. Два человека, прошедшие через столько расстояния, слухов, плотных графиков, наконец снова стояли рядом. Чонгук издал тихий смешок, такой, который вырывается наружу после слишком долгого сдерживания слез. «Я не думал, что ты придешь», — тихо сказал он. Тэхён просто кивнул, мягко ответив: «Я должен был». Комментарии теперь не остановить. Армии не могли поверить в то, что видели. Годы ожидания, годы размышлений, смогут ли эти двое когда-нибудь снова разделить подобный момент. И вот это происходило в прямом эфире. Тэхён посмотрел на Чонгука, затем в камеру и сказал: «Вы, ребята, скучали по нам, верно?» Комната снова наполнилась смехом и теплом. Это было искренне, подлинно, без фильтров. Чонгук откинулся назад, еще эмоционально, и прошептав: «Я действительно скучал по тебе, Хён». Тэхён улыбнулся и похлопал его по спине, сказав: «Я тоже, всегда». Этот простой обмен, этот один момент взорвал интернет, потому что это была не просто встреча двух айдолов, это было воссоединение двух душ после слишком долгой разлуки. И пока прямой эфир продолжался, каждое слово, каждый взгляд, каждая маленькая улыбка рассказывали историю, которую армии никогда не забудут. Когда прямой эфир наконец закончился, в комнате снова стало тихо. Яркий кольцевой свет погас, и все, что осталось, это тихое гужение ночи. Чонгук остался сидеть, его руки все еще лежали на краю стола, словно он не хотел двигаться, словно завершение эфира означало завершение этого драгоценного момента. Тэхён долго смотрел на него, прежде чем нарушить тишину. «Ты снова много работаешь, не так ли?» — мягко сказал он, придвинув стул рядом. Чонгук слабо усмехнулся, глаза его все еще блестели. «Наверное, я иногда забываю. Я просто продолжаю идти». Тэхён медленно кивнул, задумчиво глядя. «Ты всегда так делаешь. Ты отдаешь все фанатам, музыке. Но я бы хотел, чтобы ты что-то отдавал и себе тоже». Наступила пауза. Тяжелый, тихий момент, когда Чонгук просто смотрел вниз. Тишина, которая говорила все, что не могли сказать слова. Затем он прошептал: «Все по-другому, когда тебя нет рядом. Иногда бывает пусто». Глаза Тэхёна смягчились, он наклонился вперед, его тон был низким, но наполненным теплом. «Я знаю, я тоже скучал по тебе. Я скучал по нам, по смеху, хаосу, даже по маленьким ссорам». Чонгук сково улыбнулся, его ямочки едва заметно проявились. «Мы раньше ссорились по самым пустякам». Тэхён возмирился. «Например, кто достанется последний кусок черешни?» Они оба тихо рассмеялись, и на мгновение показалось, что время повернуло вспять. Словно они вернулись в общежитие, окруженные другими участниками, шутили, пели, мечтали. Затем Чонгук снова посмотрел на него и тихо сказал: «Я смотрел твои поступления. Каждый раз я чувствовал гордость и немного грусть, потому что не мог быть там рядом с тобой». Тэхён протянул руку, похлопав его по спине. «Ты был там, Кук, всегда. Просто не в одной той же комнате». Искренность в его голосе пронзила до глубины души. Чонгук отвернулся, горло сжалось. «Люди много говорят, знаешь, о нас, о группе, но никто на самом деле не знает, что мы носим внутри». Тэхён наткнулся, теперь его тон был серьезным.
Им и не нужно знать. Важно, что мы все еще понимаем друг друга. Этого достаточно. Какое-то время они оба молчали, воздух был спокойным, но тяжелым от эмоций. Затем Тэхён вылил улыбку и сказал: «Не жди сюрпризов в прямом эфире, чтобы увидеть меня». Чунгук снова рассмеялся, на этот раз искренне. «Тогда, может быть, тебе следует появляться почаще». Тэхён встал, немного потянулся. «Я буду», — просто сказал он. И впервые за этот вечер лицо Чунгука полностью осветилось. Это было не просто обещание между друзьями. Это было тихое утешение, восстановленная связь. Снаружи огни города мерцали сквозь окно. И впервые за долгое время Чунгук почувствовал то, чего не чувствовал месяцами – покой. Тэхён снова сел, его выражение лица было задумчивым. Он оглядел тихую комнату, мягкий свет, слабый отголосок комментариев фанатов, все еще звучащий в его голове. Затем он повернулся к Чунгуку и сказал тихо, почти нерешительно: «Знаешь, я пришел сегодня не просто так». Чунгук моргнул, удивленный. «Что ты имеешь в виду?» Тэхён медленно вздохнул, прежде чем ответить. «Я думал об этом неделями, о нас, о том, как далеко мы зашли. Я продолжал видеть, что люди говорили в интернете, слухи, расстояние, о котором они постоянно говорили». Он на мгновение замолчал, опустив взгляд. И я понял, что, возможно, пришло время перестать позволять молчанию говорить за нас. Чунгук наклонил голову, его голос был мягким, но любопытным. «Значит, ты пришел, чтобы расставить все по местам?» Тэхён слабо улыбнулся. «Не только. Я пришел, потому что скучал по тебе. Потому что скучал по тому, как это ощущалось раньше. Как просто все было, когда нам не нужно было никому ничего объяснять». Глаза Чунгука смягчились. «Ты мог бы просто позвонить». «Я звонил», — тихо засмеялся Тэхён. «Но ты никогда не отвечаешь?» Чунгук расхохотался. Смех полностью снял напряжение. «Ладно, это справедливо. В последнее время я ужасно отвечаю». Затем, когда смех стих, в комнате снова воцарилась тишина. Тэхён наклонился вперед, положив локти на колени. Его тон снова стал тише, серьезнее. «Но есть еще кое-что, Кук. То, что я хотел сказать тебе лично». Улыбка Чунгука немного побледнела, когда он кивнул. «Что это?» «Я кое-что планирую», — осторожно сказал Тэхён. «То, что может снова собрать нас всех вместе». Глаза Чунгука слегка расширились. «Ты имеешь в виду участников?» Тэхён кивнул. «Да. Это еще не официально, и я не знаю, когда это произойдет, но я хотел, чтобы ты узнал первым, потому что, что бы ни говорили люди, мы все еще мы». На мгновение Чунгук ничего не сказал. Его глаза мерцали в приглушенном свете, и когда он, наконец, заговорил, его голос слегка надломился. «Я думаю, может быть, ты уже пошел дальше, что мы все просто идем разными путями сейчас?» Тэхён покачал головой. «Пути могут быть разными, но они все равно могут привести в одно и то же место». Эта фраза повисла в воздухе. Простая, но полная силы. Она несла в себе годы совместных воспоминаний, смеха, боли и невысказанной связи. Зачем? Чунгук улыбнулся. Маленькой, но искренней улыбкой. «Итак, что это за твой план?» Тэхён усмехнулся, его игривый тон вернулся на секунду. «Если я скажу тебе сейчас, это не будет сюрпризом, не так ли?» Чунгук закатил глаза, смеясь. «Ты и твои секреты». Но в глубине души он понимал. Речь шла не просто о проекте или плане. Это было обещание. Тихое обязательство между двумя друзьями, которые прошли сквозь бури и нашли обратный путь. Когда они встали, собираясь уходить, Тэхён снова положил руку на плечо Чунгука. «Независимо от того, насколько далеко мы зайдем, не забывай эту ночь, хорошо?» Чунгук кивнул, его голос был тихим, но уверенным. «Никогда не забуду». Они коротко обнялись, не для камер, не для фанатов, а для себя. Это было подлинным, реальным и наполненным всем тем, что они так долго не говорили. Снаружи ночной воздух был прохладным, и город все еще гудел от шума. Но для них двоих все стало тихо, мирно, как будто мир остановился только для них. И когда они вышли вместе, Чунгук повернулся к Тэхёну и тихо сказал: «В следующий раз давай не будем ждать так долго». Тэхён улыбнулся. «В следующий раз ты будешь тем, кто удивит меня». Дни спустя после той ночи ощущались по-другому. Чунгук проснулся на следующее утро, все еще думая о словах Тэхёна. То, что может снова собрать нас вместе. Они эхом отдавались у него в голове, проигрываясь снова и снова, как мелодия, которая отказывалась угасать. Он никому не рассказывал об их ночном разговоре.
даже сотрудникам, которые спрашивали, почему он выглядит как-то ярче, легче. Но внутри Чонгук знал, что что-то поменялось. Это воссоединение было не просто эмоциональным, это был поворотный момент. И через несколько дней он получил сообщение. Всего 2 слова от Тахёна. «Начинается». Сердце Чонгука ёкнуло. Он немедленно позвонил. «Тахён, что ты имеешь в виду? Что начинается?» Тахён засмеялся на другом конце, тем же спокойным, дразнящим тоном. «Терпение, Кук, скоро сам увидишь. Просто доверься мне, хорошо?» Чонгук откинулся на стуле, полуулыбаясь, полу с подозрением. «Ты заставляешь меня нервничать. Потом поблагодаришь меня», — ответил Тахён, прежде чем повесить трубку, и все. Никаких объяснений, никаких подсказок, только это загадочное сообщение. Прошли недели. Чонгук снова занялся делами. Репетиции, записи, графики. Но каждый раз, когда он видел имя Тахёна, появляющееся в интернете, он не мог не задумываться, связано ли это с тем чем-то, о котором он упоминал. Затем одним днем, когда Чонгук ехал в студию, из динамиков его машины донеслась знакомая мелодия. Она была мягкой, ностальгичной, и в ней была неоспоримо узнаваемая голос Тахёна. Он замер. Слова мгновенно поразили его. Это не просто случайные слова, они были личными. Как бы далеко мы ни зашли, дорога все равно приведет нас домой, под тем же с небом. Я найду тебя там. Чонгук крепче сжал руль. Это не просто песня. Это было сообщение. Их сообщение. Он снова позвонил Тахёну, теперь уже не спросить, а сказать. «Ты написал это для нас, не так ли?» Тахён тихо засмеялся. «Может быть, для нас, а может быть, для всех, кто все еще верит в нас?» Между ними воцарилась тишина. Такая, что несла в себе и гордость, и тоску. Затем Тахён добавил. «Но это не настоящий сюрприз, Кук. Настоящий скоро будет. Ты должен будешь стать его частью». Любопытство Чонгука возросло. «Частью? Что ты имеешь в виду?» «Узнаешь, когда придет время», — сказал Тахён. «Просто будь готов». Чонгук улыбнулся, глядя в пускающийся закат. «Ты все такой же, всегда хранишь секреты». «И ты все такой же», — ответил Тахён, — «всегда следуешь своему сердцу». В ту ночь Чонгук допоздна слушал песню Тахёна на повторе. Каждая нота ссекала нитью, снова притягивая их ближе, к музыке, друг к другу, к чему-то большему, чем кто-либо мог объяснить. Он еще не знал этого, но то, что привел в движение Тахён, было не просто песней. Это было воссоединение, возрождение искры чего-то, о чем фанаты мечтали годами. И по мере того, как мир начал замечать внезапную связь между их историями, в интернете стали распространяться слухи. Связан ли новый проект Тахёна с Чонгуком? Может ли это быть воссоединением? Мир не знал, но Чонгук знал. Что-то надвигалось, и это было только начало. Вскоре слухи переросли в бурю. Через несколько часов после выхода новой песни Тахёна социальные сети загорелись. Фанаты анализировали каждую строчку, каждый символ, каждую крошечную визуальную деталь из клипа. Темы армии взорвались теориями, некоторые дикими, некоторые поразительно точными. Один фанат опубликовал клип в X с подписью: «Кто-нибудь заметил, что мелодия на 2.13 звучит почти идентично фону из последнего прямого эфира Чонгука?» Другой фанат увеличил финальный кадр видео, показывающий Тахёна, стоящего под тусклым уличным фонарем с микрофоном, на котором выгравирована одна буква «J». Это не было совпадением. Это не могло быть совпадением. Чонгук тоже видел эти посты. Он просматривал их поздно ночью, его сердце колотилось с каждым новым открытием. Казалось, каждая строчка восходит к общему воспоминанию. «Ты однажды сказал: если мы потеряем наш путь, мы будем петь, чтобы снова найти друг друга». Он сказал это много лет назад, во время одной из их студийных сессий поздно ночью. Он немедленно позвонил Тахёну. «Ты не сказал мне, что использовал эту фразу». На другом конце голос Тахёна был спокойным, почти улыбающимся. «Ты помнишь это?» «Конечно, помню», — сказал Чонгук, качая головой. «Это было после того, как мы закончили запись в 3 часа ночи, и ты сжег рамен». Тахён прервал, смеясь. «Да, я помню». Их смех задержался на мгновение, мягкий и ностальгический, но тон Чонгука снова стал серьезным. «Значит, эта песня — это наша история, не так ли?» Тахён не ответил сразу. Затем он тихо сказал: «Это история каждого, но, возможно, и наша тоже». Чонгук откинулся назад, на мгновение замолкнув. Он чувствовал вес этих слов, тихое признание чего-то более глубокого, чем дружба, более глубокого, чем слава. Через несколько дней во время радиоинтервью ведущий прямо спросил Тахёна:
Фанаты думают, что ваша новая песня была вдохновлена кем-то особенным. Это правда? Тэхён улыбнулся своей знакомой полуулыбкой и просто ответил. Иногда вдохновение приходит от человека, который на самом деле никогда не уходил. Клип стал вирусным в считанные минуты. Армии мгновенно соединили точки. «Никогда не уходил». Та же фраза, которую Чонгук использовал месяцами ранее во время прямого эфира, когда сказал: «Даже когда мы врозь, некоторые люди никогда не покидают твое сердце». Фандом сошел с ума. Теории заполнили все платформы, нарезки, сравнения бок о бок, замедленный анализ взглядов и улыбок. Но среди хаоса стало ясно одно – связь между Чонгуком и Тэхёном не угасла. Она лишь развивалась, тихо, приватно, но мощно. В ту ночь Чонгук снова вышел в прямой эфир. Экран замерцал, и вот он, без света, без фильтров, просто он, сидящий за своим пианином. Он долго смотрел в камеру, прежде чем тихо сказать: «Я видел ваши сообщения, я видел теории, и, возможно, вы не ошибаетесь». Комментарии мгновенно взорвались, но Чонгук просто улыбнулся, прижимая пальцы к клавишам. Затем, не говоря больше ни слова, он начал играть песню Тэхёна, ту самую мелодию, с которой все началось. На полпути его голос дрогнул, но он продолжал, прошептав: «Некоторым связям не нужны объяснения». И для всех, кто смотрел, этого было достаточно, потому что в этот тихий момент, без слов, без сцены, Чонгук и Тэхён говорили громче любого интервью. Почти в то же время, когда Чонгук вышел в прямой эфир, Тэхён сидел один в своей квартире, свет был приглушен, на столе мерцала одна свеча. Он ничего не ждал в этот вечер. Он только что закончил запись еще одной сессии для своего следующего проекта, когда его телефон начал беспрерывно вибрировать. Уведомления затопили экран. «Тэхён, Чонгук Си поет твою песню. Он играет твою мелодию в прямом эфире прямо сейчас. Ты должен это видеть». На мгновение Тэхён просто уставился в телефон. Затем без колебаний он открыл трансляцию. И вот Чонгук сидит за своим пианино, глаза закрыты, голос дрожит, но он держится. Каждая нота несла эмоцию, как исповедание. Он не просто выступал, он чувствовал это. Такое подлинное, честное чувство, которое могло исходить только из чего-то реального. Тэхён откинулся назад совершенно безмолвно. Горло сжалось, когда он наблюдал, как Чонгук шепчет строчку, которая значила больше всего. Некоторым связям не нужны объяснения. Тэхён ярко улыбнулся, той редкой тихой улыбкой, которая появлялась только тогда, когда его что-то по-настоящему трогало. Он прошептал про себя: «Ты вспомнил». Раздел комментариев в прямом эфире Чонгука взрывался. Тэхён смотрит прямо сейчас. Он только что присоединился к эфиру. Они оба здесь. Когда Чонгук заметил, что появилось имя пользователя Тэхёна, он не с опустить перестал играть. Его глаза слегка расширились, застигнутые врасплох удивлением и эмоциями. Затем он тихо рассмеялся. Смех, который снимает напряжение, но несет в себе тысячи чувств. «О, ты здесь!» – тихо сказал он почти застенчиво. Чат сошел с ума. Тысячи фанатов печатали одновременно, в сердца летели по экрану, сообщения лились со всех уголков мира. Но Чонгук ничего не читал. Он просто посмотрел на экран и улыбнулся. Тэхён написал один комментарий. «Он сыграл». Чонгук прикусил губу, кивнул и прошептал: «Хорошо». Он начал снова. Тоже песню, но теперь тише. Можно было почувствовать каждое слово, каждый вдох, как будто он пел прямо Тэхёну, а не просто фанатам. К концу песни Чонгук глубоко выдохнул. «Это было для тебя», – тихо сказал он, его глаза блестели, – «за все, что мы не сказали раньше». Тэхён не ответил в чате. Он просто смотрел, по-прежнему сосредоточенный и эмоциональный. Затем, через несколько мгновений, он оставил последнее сообщение. «Тогда давай закончим это вместе в следующий раз». И точно так же он покинул прямой эфир. Экран был затоплен хаосом. Фанаты кричали, теории взрывались, клипы распространялись в режиме реального времени. Но Чонгук больше не говорил. Он просто сидел, слабо улыбаясь, шепча: «В следующий раз», прежде чем завершить трансляцию. Это короткое тихое взаимодействие, длившееся всего несколько секунд, взорвало интернет. Клипы момента распространились повсюду. Прямой эфир Тэхёна, «Закончим вместе» и «Связь» – все это стало мировым трендом за считанные минуты. Но для Тэхёна и Чонгука дело было не в тренде. Речь шла о чем-то невысказанном, о том, что всегда было там, даже когда мир не мог этого видеть.
позже, той ночью, Тэхён открыл приложение для заметок и снова начал набирать текст. «Ты спел слова, которые я не мог сказать, и я услышал их сквозь шум. Мелодия нашла свой путь домой». Недели прошли в тихом ожидании. Фандом погрузился в бурю слухов, теорий и надежд. Каждый пост, каждая фотография, каждая маленькая подсказка от кого-либо из них становилась доказательством, топливом для огня, который отказывался угасать. Но за шумом происходило нечто настоящее. Тэхён работал в секрете. Файл проекта, названный «Для нас», был не просто песней. Это было сообщение. История, которую по-настоящему поняли бы только он и Чунгук. Он вложил в нее моменты, о которых они никогда не говорили. Расстояния, ночные звонки, тихие извинения, обещания, которые они дали той ночью. Когда демо было готово, он отправил его не через менеджера или лейбл, он отправил его напрямую Чунгуку, прикрепив всего одно сообщение. «Если мы снова будем петь, пусть это будет это». Чунгук открыл файл 1 в своей студии. Когда началась мелодия, он замер. Песня была мягкая, щемящая, наполненная ностальгией и правдой. Голос Тэхёна нес то знакомое тепло. Но под ним было что-то более глубокое, что-то для них. К тому времени, когда прозвучала последняя строчка «Ты найдешь меня там, где свет встречается со звуком», Чунгук больше вытирал глаза. Он схватил телефон, немедленно позвонил Тэхёну и сначала ничего не говорил. Тэхён нарушил молчание. «Ну?» Чунгук голос надломился. «Ты уже знаешь». Вот тогда Тэхён сказал ему план. Тихо, спокойно, словно это была судьба. Он договорился впервые исполнить песню вживую на закрытом шоу-кейсе в Сеуле. Ничего грандиозного, ничего официального, но там будут камеры. И он хотел, чтобы Чонгук был там. Не как гость, не как зритель, а как часть песни. Чонгук сомневался. «Ты действительно думаешь, что мы готовы?» Тэхён улыбнулся в телефон. «Мы никогда не были не готовы». Наступила ночь шоу-кейса. Небольшой театр мягко светился. Воздух был густым от предвкушения. Никто не ожидал ничего особенного. Предполагалось, что это будет сольный сет. Но в тот момент, когда свет на сцене погас, и Тэхён вышел вперед, что-то показалось другим. Он тихо поприветствовал толпу, затем сказал: «Эта песня не только моя. Она принадлежит кому-то, кто напомнил мне, что на самом деле означает музыка». Прозвучали первые ноты, нежные аккорды фортепиано, медленные нарастания, и затем, когда толпа затаила дыхание, на противоположной стороне сцены загорелся второй микрофон. Зрители ахнули, в свете появилась тень. Затем вышел Чунгук. На долю секунды показалось, что время остановилось. Крики раздались как гром, возгласы, слезы, неверие. Но Чунгук и Тэхён не двигались. Они просто посмотрели друг на друга и улыбнулись. Когда Чунгук начал петь, вся комната затихла. Голос его легко слился с голосом Тэхёна, как будто две половинки наконец снова встретились после слишком долгой разлуки. Каждое слово несло историю, память, эмоции. К финальному припеву оба были заметно эмоциональны. Глаза Чунгука блестели под светом, и голос Тэхёна дрогнул, когда он пел последнюю строчку. «Мы не те, кем были, но мы все еще мы». Они посмотрели друг на друга мгновение. Ни слов, ни движения, а затем без колебаний обнялись. Это не было хореографировано, это не было для камер, это было по-настоящему. Толпа ревела, телефоны тряслись, фанаты плакали, и где-то в этом шуме мир снова почувствовал себя целым. Это выступление, позже названное For Us Live Reunion, побило все рекорды в интернете за считанные часы. Миллиарды просмотров, миллионы репостов. Но ничто из этого не имело для них значения. Когда свет наконец погас, Тэхён повернулся к Чонгуку за кулисами и тихо сказал: «Я же говорил, что мы закончим это вместе». Чонгук засмеялся сквозь слезы. «И на этот раз, — сказал он, — давай не будем останавливаться». За кулисами царил хаос. Персонал суетился, вспышки камер, фанаты все еще кричали снаружи. Но посреди всего этого Тэхён и Чонгук стояли неподвижно, бок о бок, их сердца все еще колотились. Адреналин еще не прошел. Никто из них долго не говорил, потому что слов было недостаточно.
Наконец Чонгук нарушил молчание сбивчивым смехом. «Это правда только что произошло?» Тэхирон улыбнулся, все еще переводя дух. «Да, произошло». Они обменялись взглядом, полным гордости, облегчения и чего-то более глубокого. Взгляд, который бывает только у двух людей, которые несли одну историю, одно молчание годами. Подошел сотрудник, поздравляя их. Чонгук вежливо кивнул, но его глаза не отрывались от Тэхиона. Когда шум толпы снаружи начал стихать, он наклонился ближе и тихо сказал: «Есть кое-что, что я не успел сказать на сцене». Тэхион наклонил голову. «Что такое?» Чонгук на секунду заколебался, затем тихо заговорил. «Спасибо за то, что не сдавался в отношении нас». Выражение лица Тэхиона немедленно смягчилось. Он не ответил сразу, просто посмотрел вниз и слабо улыбнулся. Затем через несколько секунд он сказал: «Ты думаешь, я мог бы когда-нибудь сдаваться в отношении тебя? Ни за что». Простота его слов поразила Чонгука глубже, чем он ожидал. Он снова засмеялся, вытирая глаза, хотя уже не плакал. «Ты всегда говоришь такие вещи так легко, потому что они правдивы», — ответил Тэхион. Шум вокруг них стих. Просто два человека, стоящие в небольшой гримерке, окруженные сценическим светом и полупустыми бутылками с водой, но чувствующие, будто весь мир затих. Чонгук посмотрел на него снова, на этот раз более серьезно. «Это песня «For Us». Она была не только о музыке, не так ли?» Тэхион вздохнул, его голос теперь был тише. «Нет, она была обо всем, что мы не сказали. О том, как даже когда мы отдаляемся, мы каким-то образом всегда находим путь назад». Наступила пауза, тяжелая эмоциональная тишина. Затем Чонгук прошептал почти про себя: «Значит, ты действительно это имел в виду? Обещание?» Тэхион кивнул. «Всегда». Глаза Чонгука смягчились. «Так что теперь?» Тэхион тихо усмехнулся. «Теперь мы продолжаем идти вместе. Может быть, не всегда в одном и том же месте, но всегда по одному и тому же пути». Он протянул руку, и Чонгук на мгновение уставился на нее, прежде чем взять, твердо, уверенно. Это было не просто рукопожатие, это было понимание, обновление. Снаружи фанаты все еще скандировали их имена. Внутри они сели вместе, все еще сохраняя ту же невысказанную связь, которая всегда была между ними, тихое утешение между смехом и слезами. Через несколько мгновений Чонгук достал свой телефон, открыл приложение для заметок и начал что-то печатать. Тэхион любопытно наклонился. «Что это?» Чонгук улыбнулся. «Название для нашей следующей песни». Тэхион поднял бровь. «Уже?» «Да», — сказал Чонгук тихо. «Она называется «Still Here», «Все еще здесь». Тэхион улыбнулся, немного эмоционально. «Это идеально». Они сидели там некоторое время, разговаривая, смеясь, вспоминая прошлое. Просто две души, пережившие бури, наконец вновь нашедшие спокойствие. И когда они покидали место проведения мероприятия позже той ночью, идя по тихим улицам Сеула, Чонгук посмотрел на небо и прошептал: «Чувствуется, будто это начало чего-то снова».